Сегодня я покажу, как я готовлю очень простой, но очень вкусный и полезный для здоровья суп. Количество ингредиентов беру из расчета на 3-литровую кастрюлю. Я буду использовать 4 куриных голени. Можно взять крылышки или бедра по вашему желанию. Суп будет нежным и даже диетическим, но в то же время насыщенным по вкусу. Я добавляю к мясу одну морковь, слегка ее надрезаю, чтобы она отдавала все свои соки. Также кладу одну луковицу вместе с шелухой. Я сняла только верхний слой шелухи. И снова ее надрезаю накрест. А также положу один корень петрушки. Если нет петрушки, используйте сельдерей. Коренья очень полезны для здоровья и придают неповторимый, очень замечательный вкус супам. Все ингредиенты заливаем холодной водой и ставим закипать. Суп начинает закипать, и мы тщательно удалим всю собравшуюся пену. Дальше суп варим на минимальном огне, так чтобы он только слегка булькал. Через определенное время мы видим, что мясо в супе скоро будет готово, оно стало уже достаточно мягким. Какое именно время пройдет, пока мясо сварится, зависит от того, какое мясо вы использовали. Пришло время заняться картошкой. 5 средних картофелин я нарезаю не крупными кубиками. Прежде чем класть картофель в суп, я вынимаю коренья. У меня часто спрашивают, куда вы их потом деваете. Скажу вам, что я их точно не выбрасываю, а использую, хоть они и отдали все из себя. Но все-таки они мне нравятся в отварном виде. И вот теперь высыпаем в суп картофель. Картофелем я добавляю самые простые приправы, которые только подчеркнут, но не перебьют вкус курицы. 3 черных перца горошком, 3 душистых перца и ненадолго положу лавровый лист. А также пришло время посолить суп по вкусу. Как видите, рецепт очень простой, с ним справится даже ребенок. Не нужно ни зажарок, никаких сложностей в приготовлении. Следом за картофелем я измельчу одну морковь. Для этого просто натру ее на терке. Сочную морковку высыпаем в кастрюлю. Еще через пару минут добавим в суп макароны. При этом я беру такие вот очень мелкие макароны. Они просто идеально подходят в куриный суп. Здесь у меня 100 граммов. Суп перемешиваю и оставляю вариться на медленном огне еще на 5 минут. Тем временем я нарежу мелко немного зелени. Укроп, как у меня, или петрушка идеально подходит в этот куриный суп. Очень вам рекомендую, порадуйте и себя, и деток таким вкусным, диетическим, полезным супчиком. Дадим супу покипеть с укропом еще 1 минуту. И теперь самое время найти и удалить лавровый лист. Он свою функцию уже выполнил, дал необходимый вкус и аромат. И больше он здесь не нужен, иначе появится лишняя горечь. Готовьте с удовольствием. Я вам обязательно рекомендую подписаться на канал и нажать колокольчик под видео, чтобы увидеть и другие простые, вкусные и даже экономные интересные рецепты. Я благодарю вас за ваш лайк и за ваш позитив в комментариях.
Будьте здоровы, пусть все у вас получится вкусно. В доме пусть у вас будет благополучие, а небо над головой будет мирным. Я с вами прощаюсь, как всегда. До следующего вкусного видео.